Всем привет-привет, всем отличной пятницы. Сегодня мы с вами будем делать расклад на одну позицию. Я немножечко сменила ракурс, да, сделала его более объемней, да, видно мой рабочий стол, у меня большой рабочий стол. Почему? Потому что хочу найти то положение, то расположение карт, когда вроде бы детали не будет заметны. То есть если вдруг выпадет аркан мира, где там обнаженная женщина, либо там, не знаю, аркан звезды, ну, как правило, в Таро есть вот эта вот обнаженка в этих арканах, да, то она не будет слишком, ну, заметно будет прям вот маленьким каким-то кадром таким, то есть и вам, в принципе, карты будет видно, но детали вы, ну, не будете замечать. Вот я ищу такой кадр, чтобы не напрягаться в момент расклада, не думать, что вот это надо прикрыть, а это не надо прикрыть. А что касается того, что мне подсказали о том, что, знаете, Елене, есть коллеги, которые зарисовывают обнаженные места на колодах Таро. Я не сторонник этого, меня это вот прям очень сильно дергает в контексте моих колод. То есть я очень бережно отношусь к этому инструменту, и вот так вот, знаете, как это на английском языке это называется вандализм. По-моему, по-русски оно тоже такое, да, то есть когда как-то, знаете, ну неопрятно, как-то жестко относишься к предметам. То есть, да, я не делаю из Таро культ какой-то, да, поклонение и так далее, это инструмент, но я вообще отношусь к вещам очень бережно, да, вот к книгам, к Таро, и поэтому вот брать и зарисовывать фломастером колоды только лишь потому, что YouTube не разрешает, ну, мне как-то это не лежит, у меня к этому душа и, наоборот, очень сильно сопротивляется. Поэтому я ищу какой-то другой альтернативный вариант, скорее всего, это будет ракурс. Если я буду делать расклады, где есть руки, буду ставить так, чтобы карты видны были, но детали не очень. Поэтому это не факт, что будет так, может быть, я как-то подвину, может, под углом по-другому поставлю. То есть я буду практиковать, пробовать, да, пока не найду то, что меня будет полностью удовлетворять. А с другой стороны, когда я буду снимать себя, да, когда я буду в кадре, тогда карт вообще не видно будет, и проблемы, мне кажется, тоже не будет. Почему? Потому что здесь не только в правилах YouTube речь идет не только про обнаженное, да, тело, там речь идет и про холодное оружие, насилие, наркотики и так далее. Вот. А в колоде Таро целая масть, вы знаете, да, мечей, там изображены мечи. Поэтому, ну, плюс еще и аркан справедливости, да, где она держит этот меч. Поэтому, если уж на то пошло, если они хотят докопаться, то они могут докопаться и до этого. То есть я не могу вытащить полностью всю масть. И, ну, и зарисовывать приходится много, нет. Я не хочу, причем у меня, ну, моих рабочих колод примерно 10, которые я использую, да. У меня их не так много, потому что я не, во-первых, я не коллекционер Таро. Вот, и, ну, не вижу смысла покупать большое количество колод, если ты с ними не работаешь. Вот. А выбрать колоды для меня это непростой путь, потому что, объясню, я человек, который обращает внимание на смыслы, на символику. И я не согласна с колодами, которые вот отрисовываются так, знаете, либо через искусственный интеллект. Я не против искусственного интеллекта, я, наоборот, это очень красиво и эстетично, но я не за красоту, я за смыслы. И когда определенные детали, которые должны быть смысловые в колоде, они отсутствуют, либо изображены не совсем, ну вот, не то чтобы в традиции, не совсем корректно, да, меня это очень сильно напрягает. Вот. Ну, это мои просто заморочки, и это причина, почему я не работаю с большим количеством колод. Хотя многие из них очень красивые, да, и можно было бы работать, но вот для меня, да, для моих смысловых нагрузок это не подходит. Вот. Есть две колоды, которые бы я хотела для себя приобрести. Вот, но пока я себе их позволить не могу, потому что, ну, для меня они дорогие, реплики покупать я не люблю.
То есть я приняла для себя решение, у меня есть 2 колоды, ну, которые покупались ранее, вот, а теперь я приняла решение, что я не буду покупать реплики. Почему? Потому что люди, которые не сталкиваются с авторством, да, они не понимают ценность. С одной стороны, да, можно сказать, что, блин, колоды дорогие, авторские, и если покупать их у авторов, то, как говорится, никаких денег не хватит, да. Но, с другой стороны, вот умение уважать чужой труд, вот, за авторство. Короче говоря, я за авторство, если честно, да, и то же самое у меня идет и с книгами. Я не очень-то люблю вот это вот все бесплатное. То есть мне, как для человека, мне, конечно же, комфортнее, да, ни за что не платить и пользоваться. Но с точки зрения морально-нравственных каких-то ценностей, да, меня съедает совесть. Если выбирать по аркану справедливости совесть либо халяву, говоря простым языком, да, и жаргоном, я все-таки выбираю совесть, потому что, ну, мне потом действительно очень некомфортно. Но это мои заморочки. Я не осуждаю, да, никого, кто, допустим, там пользуется репликами. Как говорится, боги вам судьи, да, вот, я не об этом, здесь вообще не про критику, я для себя это говорю, и поэтому то, что я хочу, те колоды, которые я хочу купить, вот, они стоят больше 100 евро, каждая колода, и плюс за пересылку, потому что мне их придется покупать в Америке, вот, а там у нас идут дополнительные налоги, поэтому каждая колода мне где-то вот обойдется в районе 150-160 евро. И меня жаба мучит, если честно, вот, но я их куплю чуть позже. Что я их куплю, это вообще, ну, не обсуждается. Вот, немножко ушли в сторону колод, и ладно, отступление. Значит, по поводу сегодняшнего расклада. Расклад будет на одну позицию. У нас будет много, у нас будет 9 вопросов, поэтому расклад будет большой. Не знаю, любите ли вы большие расклады или нет. Я люблю глубокие расклады, и неважно, сколько они по времени забирают. У меня, по крайней мере. Но я знаю, что в наше время есть люди, и я недавно слышала такую информацию, что ну, у меня расклады большие, и вообще любую информацию, которую я даю, даже в телеграм-канале, она такая объемная и забирает много времени. И у людей типа времени нет. Но окей, здесь, опять же таки, я не судья. Я никогда не смотрю, например, на время большое, либо маленькое. Если это ролик, я всегда ставлю на скорость. Я слушаю, как правило, любую информацию где-то на скорости 1,5. Иногда, если человек разговаривает очень медленно, 1,75. И знаете, когда мозг привык обрабатывать информацию вот на таких скоростях и слушать, и вслушиваться, то уже когда на обычной скорости стоит, мне напряжно, да, мне хочется подогнать человека. Вот. То есть вот эту вот тенденцию скоростей, да, я использую тоже, но немножко в другом формате. Не в контексте ограничения информации, а в контексте ускорения, да, чтобы мозг адаптировался достаточно быстро обрабатывать информацию. Но если есть что-то, во что мне нужно вдуматься, да, например, это какие-то книги, которые я читаю, либо слушаю, мне надо вдуматься, я слушаю на обычной скорости, иногда даже в какие-то моменты замедляю, чтобы четко расслышать, ставлю иногда на паузу для того, чтобы подумать, возвращаюсь. Ну, то есть, если мне что-то важное и ценно, я этому нахожу время, одним словом. Если нет, я нахожу кучу причин, чтобы это не делать. Так, возвращаясь к теме. Тема называется «Возрастные изменения грядут». Да, готов ли я к ним? В каком-то из комментариев к YouTube это не была темой, а это просто женщина выразилась, да, именно вот этой фразой. То есть возрастные изменения грядут. И я подумала, почему бы не сделать такой расклад, зная, что моя целевая аудитория, да, то есть подписчиков, хоть она достаточно большая, она берет примерно там 4 поколения, да, то есть начинаем
У меня есть люди, начиная с 25 лет, смотрят, ну, скажем так, с 30 до 75 и старше. То есть это вот прям, ну, большая вилка возрастная. Вот, поэтому есть и такие люди, да, и всем интересно понять себя. И это не значит, что сегодняшний расклад он будет полностью посвящен там, людям, как принято говорить, да, третьего поколения, ну, то есть взрослым, потому что чисто логически, да, им ближе старость, но это не факт, что так, да, потому что биологический возраст и душевный возраст, да, они разнятся, то есть есть и молодые люди, которые чувствуют себя вот именно стариками. Поэтому, не знаю, смотреть можно, наверное, всем. Итак, 9 вопросов без позиций. Будем нырять. Готовы? Наливайте себе чего-нибудь горяченького, если вы смотрите утром. Вот. Если вечером, то чаек. Не знаю, пьете ли вы на ночь кофе или нет. На меня он не действует. Я могу выпить кофе, пойти спать. Поэтому пейте. И слушаем. Итак, первый вопрос. Какие изменения? Какие изменения вообще грядут? Да? То есть не обязательно возрастные, а вообще какие изменения грядут? Аркан Повешенного говорит о том, что, с одной стороны, пока никакие, потому что есть ограничения, и эти ограничения, они внутренние, они не внешние, когда человек осознанно себя подвешивает для того, чтобы принять какие-то решения. То есть сейчас вообще не время перемен, сейчас время пересмотреть свою жизнь, возможно, да, переосмыслить. Так, у меня сразу 2 карты выпало, да, с одной стороны, переосмыслить те моменты, когда человек, возможно, ощущает себя сбалансированным, гармоничным, да, вот это состояние триумфа и победы, когда реализуются твои желания, когда есть удовлетворение, я бы так сказала, да, в социуме своего проявления и своих амбиций и желаний, вот это вот все сгармонизировано с вашим внутренним состоянием. То есть нету никаких противоречий внутри вас и вовне вас, да, и поэтому вы ощущаете себя на коне, вы чувствуете, что все идет так, как нужно, да, то есть я преисполнен энергией, силой, у меня есть желание двигаться вперед. Почему? Потому что есть наполненность, энергетическая наполненность и, как следствие, уверенность, да, то есть у меня есть вот как-то выровнялись силы, сбалансировались, и у меня есть уверенность в том, куда я иду, что я хочу и так далее. То есть вот эта вот позиция, с одной стороны, это то, к чему вы стремитесь, либо в своем пересмотре это ваша точка Б. Но сейчас вы как будто бы находитесь в точке А, это вот 5 мечей, которая, кстати, сейчас посмотрю в кадр. Да, думаю, мелкими все картинками будет видно, и поэтому не напряжно. Сейчас вы находитесь в 5 мечей, то есть все мысли ваши направлены на то, что борьба с самим собой, да, здесь внутренняя борьба идет, но ощущение того, что она бессмысленная, то есть все, что я делаю, все, к чему я, не знаю, прикасаюсь, все, что я пробую, оно не дает того результата, и как следствие, да, отсутствие смыслов. Почему? Потому что вот изначальное такое состояние поражения, то есть человек, и здесь у нас, да, тоже повешенный выходит, то есть ограничения. Изначально я чувствую, что все, что бы я ни сделала, все, к чему бы я, как говорится, не прикоснулся, да, либо прикоснулась, это не дает мне того результата, который я хочу. То есть человек делает свои действия через позицию поражения, то есть он уже сдался. А если сдался, то нет вот этого вот настроя, нет уверенности, и как следствие реальность, она будет воспроизводить вам то, во что вы верите. А на данном этапе вы верите, что все пока бессмысленно, вот, и я не получу, то есть я сливаю свою энергию на то, что думаю, а толка от этого никакого нет. А если толка нет, то зачем вообще этим заниматься, да, то есть
человек даже и входить в это состояние не будет, поэтому он повис. Но у него есть желание, у него есть стремление именно двигаться, да, к состоянию гармонии, наполненности и реализации своей. То есть, что значит реализация? Когда человек, ну, в данном контексте, когда человек чувствует удовлетворение от проделанной работы, да, она дала ему те результаты, которые он хотел, и он наполнился, преисполнился, да, вот этой вот энергией, которая сподвигает его двигаться дальше. Поэтому сейчас на данном этапе изменений пока никаких нет. Если нет, да, у нас следующий вопрос, на что влияют эти изменения в первую очередь, но поскольку здесь нету изменений, поэтому смотрим, на что влияет отсутствие каких-то изменений. На что влияет? Влияет в первую очередь на вас как на личность. На личность. Королева жезлов – архетип человека, который активничает, человек, который проявляет себя в этом мире, договаривается, да, общается, реализует свои желания. То есть здесь, скорее всего, влияет, я бы так сказала, на вашу самооценку, в контексте того, что вы не чувствуете себя реализованной, то есть вы не чувствуете себя человеком, который, не знаю, чего-то добился. Даже если вы этого добились, сейчас у вас этого ощущения нету. То ли здесь есть чувство, потому что он рядом с пятеркой мечей стоит, да, есть вот такое чувство, что я как будто бы не могу раскрыться. То ли я не полностью что-то отдаю миру, то ли я не понимаю свою необходимость, свою какую-то вот востребованность, да, то есть здесь как будто бы действительно нету понимания, и как следствие человек не чувствует, что он раскрылся по полной. То есть у него есть вот эта вот активность, у него есть какая-то движуха, он совершает какие-то действия именно в социуме, либо в профессиональной сфере. То есть он себя как-то показывает, он о себе заявляет. То есть здесь такого нету. Здесь ощущение человека, что, может быть, как-то, знаете, вот если вы постарше, здесь такое чувство, что вот столько много лет прожила, а так и не нашла как будто бы свое место в профессиональной сфере, вот где я бы почувствовала именно вот эту шестерку жезлов, удовлетворение от того, что я нужна, да, что я востребована, что вот я что-то делаю, и это несет какую-то пользу. Вот как бы банально это ни звучало, где-то на каком-то инстинктивном, наверное, уровне людям важно то, что они делают, чтобы это было востребовано. Не в контексте продаж, чтобы на это деньги получить, за это деньги получить. Это вторичное. А первичное – это вот какое-то внутреннее удовлетворение, что ли. Можно сказать, что как-то тешим свое эго в некоторой степени, да, но здесь вот удовлетворение именно своей личности, что мой труд, он не бессмысленный. Даже если вы не работаете на себя, а работаете на наемной какой-то работе, и даже на заводе, да, казалось бы, где какая-то вот однообразная работа, да, либо там, я не знаю, уборщиком, неважно какая работа, важно вот это вот внутреннее ощущение. Опять же таки, оно субъективное, но то есть вы можете и получать обратную связь, да, вас могут хвалить, вы можете получать там какие-нибудь премии, все такое, но это ваше субъективное ощущение, что вот то, что я делаю, это кому-то нужно. Потому что любой труд, да, он, поскольку он оценивается, да, он необходим. Если бы он не был необходимым, абсолютно любой труд, он бы не был востребован, вы бы этим не занимались. Если вы занимаетесь, даже если это не любимая работа, она все равно для чего-то нужна. Кому-то обязательно она будет нужна. Но здесь вот именно субъективное какое-то такое ощущение. Почему? Потому что, опять-таки, есть вот эти вот мысли подавленности, что все бессмысленно. И поэтому вот это вот подавление вашей самооценки, невозможность раскрыться. Королева жезлов, она преисполнена, боже мой, к слову это приклеилась ко мне, наполнена энергетически, у нее очень много энергии, и она хочет быть активной, она хочет быть, знаете, как в центре внимания, чтобы были
была какая-то движуха. Вот для этого человека важно, потому что так она ощущает, я имею в виду, она королева жезлов, она ощущает, что жизнь проходит через нее. А когда нету востребованности, да, когда она не проявляет себя, не активничает, есть вот это вот неосознанное чувство, что умирание, да, что я не нужна, не востребована, жизнь через меня не проходит, потому что нет движения, жизнь, движение, энергия не проходит через меня, я ее не ощущаю, и как следствие идет вот это вот отмирание, да, бессмысленность. Поэтому падает здесь самооценка. Еще на что влияет вот ваше вот это вот бездействие? Но это временное. На удовольствие, да, нету удовольствия, нету наслаждения, нету радости, и как следствие нет удовольствия. Возможно, здесь будут какие-то психосоматические болезни. Причем, почему я говорю психосоматика, да, то есть если это какие-то простуды, либо еще что-то, это вот связано, ну, с бактериями, микробами, это пониженный иммунитет. Иммунитет напрямую связан у нас с эмоциональным удовлетворением и наслаждением. А если мы возьмем еще в контексте женщин, у мужчин не знаю, но в контексте женщин, да, то есть нет удовольствия, значит, как следствие заблокирована будет вторая чакра, когда человек не наслаждается жизнью, не радуется каким-то мелочам, каким-то мгновениям, потому что он не чувствует себя востребованным, и он не чувствует удовлетворения от жизни, да, то здесь, ну, и не будет желания, там, не знаю, сексуальной близости какой-то, да, и плюс ко всему проблемы будут с финансами. Почему? Потому что умение притягивать финансы, вот эту вот энергию удовольствия, наслаждения, деньги приходят на это, потому что это движение, а здесь как будто бы этого движения нету. И поэтому вот это вот такая связка, да, то есть все взаимосвязано, первично начинается с нас, и дальше пошло-поехало в социальной жизни распространяется, там профессия, деньги и так далее, коммуникация, общение, личная жизнь. Вот, на это вот, в принципе, влияет, да, казалось бы, просто здесь обычный повешенный, да, который временно остановился, и какая-то несчастная, как говорится, пятерка мечей, ну, такие сильные последствия, потому что в жизни все взаимосвязано. К чему нужно готовиться? К чему нужно готовиться? Верховная жрица. Пока неизвестно. Пока неизвестно, в этом-то и есть, наверное, некая такая проблема, потому что я не знаю, что есть, что скрывается за завесой Верховной жрицы и к чему вообще готовиться. Здесь непонятно, неизвестно, но опять же таки, насколько бы это банально бы не звучало, да, Верховная жрица, она говорит о балансе. О балансе и про интровертность, то есть погружение внутри себя, не в контексте философского поиска смыслов и так далее, нет, а именно вот это вот состояние, когда я понимаю, что сейчас невозможно двигаться, да, но я нахожусь в пассивности, как это объяснить-то вам, в активной пассивности. То есть физически я не совершаю никаких действий, но активность, которая происходит внутри меня через осознание. Осознание – это активность наша, возможно, интеллектуальная какая-то активность. Она способствует тому, что, включая интуицию, я четко буду понимать, когда мне нужно будет действовать, какие конкретные это действия нужно будет делать. То есть здесь, как будто вы знаете, человек должен научиться понимать, в какой фазе он находится. Да? То есть так же, как и в принципе, как в жизни, так и во сне у нас есть несколько фаз. В одну фазу мы засыпаем, вот, потом там у нас, значит, идет более глубокий сон, в котором мы вообще не видим никаких снов, и, как правило, это тот момент, когда душа, в принципе, она вылетает из тела, и поэтому там нет никаких воспоминаний именно в эту фазу, да, это вот прям очень медленный сон называется, он ассоциируется со смертью, да, потому что, в принципе,
душа покидает тело для того, чтобы там наполниться, ну, у нее свои какие-то задачи есть. Потом есть определенная фаза такая более активная, это тот момент, когда мы видим сны, да, и дальше идет фаза пробуждения, и потом опять-таки, да, какие-то фазы повторяются. Вот и понимание, что в каждой фазе, у каждой фазы есть своя задача. То есть здесь не нужно, например, напрягаться по поводу того, что вот сейчас нету активности. Обычно люди, они себя так чувствуют. Знаете, когда очень много работаешь, ты думаешь, блин, когда же я отдохну? А когда наступает момент отдыха, ты сидишь и думаешь, ой, надо пойти поработать. То есть люди не умеют отдыхать, да? Либо отучились, либо вообще никогда не научились отдыху. И к чему готовиться? Готовиться именно как раз-таки к верховной жрице, да, то есть к такому состоянию, когда я буду понимать, что вот сейчас мне нужно что-то делать, а сейчас нет. Верховная жрица, она, как это объяснить, она взаимодействует, давайте так скажу, со временем. Не то, что она им управляет, ну, хотя, в принципе, если бы это в контексте каких-то мистических практик было бы, да, то, в принципе, она бы могла управлять временем. Здесь именно понимание. С одной стороны, понимание вот особенно кармических каких-то уроков, а с другой стороны, именно взаимодействие со временем, то есть понимание уместности. Вот мы говорим, да, человек попадает в нужное время, в нужное место. Вот Верховная Жрица здесь, она как раз говорит, вот я знаю, что вот сейчас мне вот это надо сделать. Таким образом я попадаю в нужное время, в нужное место, и все складывается. То есть она, находясь в пассивности, она как будто бы, знаете, как спит, потом вдруг как неожиданно открывает глаза и начинает активничать. Но вот в этот момент, пока она спит, в кавычках, да, она наполняется, она отдыхает, то есть она переключается и занимается тем, что нужно и уместно в тот момент. А вот именно думать, вот эти вот пятерка мечей, да, состояние поражения, то есть зачем, это бессмысленно, не получится, у меня вот это вот не нужно, потому что если вы не действуете, да, тогда вы должны отдыхать. Это как дыхание, вдох и выдох. И между ними всегда есть несколько секунд. Третья сила – это пауза. То есть у нас не только вдох и выдох, у нас есть доли секунды прям, когда у нас есть пауза. Вот здесь момент, как будто бы вот этой вот паузы, да, возьмите эту паузу и слушайте себя, прислушивайтесь к себе. Поэтому вот эта вот интровертность, да, она здесь даже не внутренний голос, а здесь, знаете, как яснознание, не знаю, относится ли это к этому моменту интуиции, но вы как почувствуете, что ли, я не могу вам это объяснить, но когда ты сфокусирован на себе, и ты понимаешь то, что происходит внутри себя, то есть какие процессы, допустим, сейчас я переживаю, почему я переживаю, да, это просто по привычке, либо действительно есть какая-то причина. Вот таким образом человек изучает себя. Здесь нету каких-то инструкций, которые бы вам сказали, вот сделай так, да, и это означает это. То, что вот, например, там, я не знаю, книга сновидений, да, соники вот эти всевозможные. Поломала каблук, это плохо. А у кого-то, может быть, это хорошо. То есть, если человек разбирается со своими снами, потому что сны разговаривают языком символизма, а символы у каждого, они индивидуальные, хотя есть общие, да, это вот как раз то, что заложено второй, архетипические образы, но есть индивидуальные. Вот вы должны понять свой индивидуальный язык взаимодействия с вашим бессознательным. Вам для этого дан сейчас этот этап. Наверное, я говорю очень много, но я хочу, чтобы у вас было понимание, да, что происходит. Потому что когда нету понимания, ты и действовать ты не можешь. Вопрос не в том, как действовать, а вопрос, ну, то есть, что сделать сейчас, а вопрос именно в понимании процесса, и в дальнейшем к вам придет краски знание, информация о том, как действовать. Вот к Верховной Жрице вы готовитесь. Каким образом? Каким образом вы готовитесь? Так, там есть еще один аркан, место. Каким образом вы готовитесь? Ну, я бы сказала, что не особо-то и готовитесь, просто какое-то вот любопытство, интерес, но оно очень быстро проходит у вас.
быстро перегораете, да, то есть здесь не хватает какой-то вот подпитки, да, то ли чтобы быть вместе с другими людьми, и они вам давали какую-то обратную связь насчет этого, то ли, ну, в общем, долгосрочности какой-то не хватает, да, потому что здесь как-то легкомысленно и поверхностно вы к этому вопросу относитесь, потому что паж жезлов нам указывает на любознательность, да, на интерес, но эта энергия, она как искра, то есть если ее вовремя не использовать, она потухнет. Вот здесь об этом речь идет. Хорошо, следующий вопрос. Что вам нужно сейчас в себе принять? Что вам нужно принять? Туз кубков. Ну, с одной стороны, можно сказать, что нужно, сейчас я уточню, принять свои эмоции. Да, эмоции по поводу чего? По поводу того, что, возможно, в прошлом у вас был, да, вот этот вот опыт, то, что и влияет на эту бессмысленность, опыт того, что много вкладывались во что-то, да, а результата не получили. Либо получили очень маленький результат, либо вообще игра не стоила свеч. Почему? Потому что затрат много, энергии много, а по факту ничего не получили. И здесь вот этот опыт, его необходимо принять, что окей, такие варианты тоже могут быть. Это и не хорошо, и не плохо. Это не говорит, здесь опять же таки нужно быть очень аккуратны, чтобы еще больше не упала ваша самооценка. Это не говорит о том, что вы как-то глупые, либо там что-то у вас с интеллектом не то. А это лишь говорит о том, что вот этот опыт, он вам был нужен. Давайте посмотрим, для чего вот этот вот опыт нужен, да, когда ты вкладываешься, делаешь, вроде бы делаешь все правильно, все верно, а результата-то нет. Здесь не всегда, может быть, этот результат зависит от вас, да, то есть это тоже нужно учитывать. Там, я не знаю, вы работаете, открываете свою компанию, да, вкладываете деньги, вроде бы результат первый пошел, а потом опа, инфляция. И все, и вы все деньги потеряли, не успели вовремя отреагировать так, как нужно, и компания закрылась, и вы остались ни с чем. И возникает вопрос, для чего я столько работал, для чего я это делала, а вот толку нету. Либо там договаривать, делаете сделку с какой-нибудь галереей, да, чтобы выставку свою индивидуальную провести. Вроде бы все, договорились, документы подписали, все такое. А потом случился какой-то пожар, допустим, да, какие-то внешние факторы. И что теперь? Ну да, остались у вас картины, но вы их, допустим, рисовали для конкретной галереи, конкретная у вас тематика была, да, потом их можно будет продать, но они уже не будут иметь такой вес, такую значимость, стоимость, как то, как вы предполагали, да, если бы потом после выставки был бы какой-нибудь аукцион. То есть, понимаете, есть какие-то вещи, на которые мы повлиять не можем, но мы их делаем. Вот для чего вам этот опыт-то нужен был? Вам вот это надо принять, что такие моменты для чего? Чтобы вы научились трудиться. Просто, чтобы вы научились трудиться, чтобы вы очень много работали. Для чего вам вот этот опыт? Просто трудиться. С одной стороны, смотрите, трудиться. Так, мне вот этот аркан интересно, как видно. Ну ладно, потом посмотрю. С одной стороны, трудиться, причем отшлифовывать свое какое-то, шлифовать какое-то свое мастерство в том деле. То есть, если бы вы так много не трудились, да, возможно, этот труд бессмысленный, но, к примеру, вам нужно продвигать себя, допустим, в соцсетях, а у вас этого опыта нет, да, и вот вы пошли на одни курсы, там, воронки, продажи, вот это все изучили, на вторые, на третьи, вроде бы все сделали, открыли соцсети, а выхлопа нету, ну, то есть клиенты не пришли, ничего такого нет, но зато у вас появились новые навыки, там, например, уметь не бояться записывать какие-то ролики и себя показывать, либо там писать какие-то посты, при этом откровенно, да, то есть вам пришлось там, может быть, сторителлинг какой-нибудь курс пройти, зато у вас появился вот этот навык. То есть и когда вы в совокупности, то есть вы не знаете, когда, потом в дальнейшем будущем это выстрелит.
То есть, возможно, там, я не знаю, год через два у вас там что-то такое произойдет, и вот этот вот навык сторителлинга, он вам пригодится. Либо там писать в роликах, да, и использовать этот навык, либо там какое-нибудь актерское мастерство. То есть ты никогда не знаешь, где какой навык тебе пригодится. Нам кажется, что вот, понимаете, здесь дело в чем? Мы же не видим всю картинку, да, глобально. И в чем смысл заключается? Мы видим тоннельно, да, у нас есть конкретная задача, мы что-то хотели сделать, а у нас это не получилось. Все, и мы огорчаемся. Но мы шире, и, как говорится, дальше своего носа не видим. А здесь, возможно, это был какой-то подготовительный этап. И в дальнейшем он нам обязательно пригодится. Даже если не пригодится, все равно у нас есть понимание того, как делать не надо. Да? То есть вот неправильный опыт. Это из категории, как обычно любят приводить примеры про маленьких детей. Да? То есть он один раз встал, пошел, упал. Встал, пошел, упал. Там 150 раз встал, 150 раз упал. Он же не будет думать, вот все бессмысленно, да, я встаю и падаю, когда же я пойду? Вот если бы он с такой позиции заходил, он бы никогда не научился ходить. Вот здесь примерно то же самое, да, но каждый раз, когда он падал, он учился заново вставать, да, допустим. Опять же таки, это все неосознанно у него происходит, но у нас, как у более взрослых людей, наблюдая за ним, да, мы можем сказать, да, окей, он учился таким образом держать правильно равновесие, да, какой-то баланс, чтобы не упасть, правильно поставить ногу. То есть в этом есть какие-то другие смыслы, которые ребенок и не видит. И, ясное дело, в силу, да, своей неразвитости он этого и не увидит. Но он же все равно продолжает делать. И вот здесь вот шестерка мечей, она как раз-таки указывает, то есть помимо много труда, то есть вы должны были научиться трудиться, вы должны были, причем очень много и на разных уровнях, не только тройка пентаклей указывает на труд, не только в физическом плане, да, на разных уровнях. Значит, трудиться, оттачивать свое мастерство, и шестерка мечей, умение правильно планировать. Видимо, здесь как вариант вы делали просто то, во что вы верили. Вот. И при этом где-то не брали в расчет какие-то другие моменты. Но получив вот этот опыт, да, вы научитесь правильно планировать. Вот она у вас, пятерка мечей, бессмысленность, да, и шестерка мечей, следующий шаг, когда человек понимает, то есть я вкладывала силы, ни к чему это не привело, да, я наоборот потерял намного больше, чем вложил, зато получил опыт, да, по пятеркам, и я иду к равновесию, я выравниваю эту энергию, иду к шестеркам. Шестерка правильное планирование, то есть выравнивание вот этой вот негативной энергии, более полезное, эффективное для меня русло, когда я учусь просчитывать все, учусь разбираться во всех вопросах, да, исходя, опять же таки, своего негативного опыта. Если, в кавычках, если бы этот опыт был позитивный, опять-таки в кавычках, да, мы бы не стали заниматься разбором. Как следствие, мы бы не получили опыт. И вот здесь ответ на вопрос, что же вам нужно принять по тузу кубков? Эмоции. Здесь, понимаете, даже не сам факт того, что я сейчас рассказала, это вот как составляющая, но вот этот труд, оттачивание своих каких-то качеств и навыков, умение планировать, это все у вас вызывает какую-то эмоциональную реакцию. И эта эмоциональная реакция, она негативная. И вот вам нужно научиться принимать вот эту негативную реакцию, либо реагировать по-другому, не так болезненно, да, как по пятерке мечей, либо принимать, что окей, будут и такие эмоции, и с этим надо жить, если я хочу двигаться дальше. Иначе, если я не хочу двигаться дальше, либо я хочу двигаться, но у меня не получается, причина в этих эмоциях. Они не дают, да, они останавливают, они вызывают. То есть хорошо, я подумал, да, у меня не получилось, и я подумал негативно, ну да, все бессмысленно. Но это мысль. А мысль что вызывает? Мысль вызывает какую-то негативную реакцию, и она останавливает, у человека падает самооценка, и нет удовольствия, да, то есть, ну, конечно же, я не получаю удовольствия, и как следствие я остановился, никуда не иду, мне нет желания дальше
какие выводы надо сделать, да, ну, в принципе, мы посмотрели, но все равно давайте еще уточним, какие выводы надо сделать из всей вот этой вот ситуации. Аркан влюбленных, мой нос свистит, извиняюсь. Какие выводы надо сделать? Понимание. Понимание касательно выбора. Что здесь за понимание? С одной стороны, выбор всегда нам указывает на ответственность, да? Ответственность за последствия сделанного нами выбора. С другой стороны, мы понимаем, что когда мы что-то одно выбираем, мы автоматом себя лишаем того, что мы не выбираем. То есть если есть какая-то развилка, мы идем по одному пути, автоматом мы отказываемся от другого пути. И фишка вот в контексте развития великих арканов, да, путь героя, она указывает, что нам необходимо вот это вот изгнание из рая по аркану влюбленных. Это некий такой замысел, когда люди, выходя из монады, да, делятся на диаду, то есть на дуальность. И важно уметь делать выбор, важно понимать, что в мире, в котором мы живем, да, присутствуют полярные качества. Они кардинально противоположные, но на каком-то этапе душе необходимо познать либо одну полярность, либо другую полярность, либо понимание обеих полярностей после их проживания, понимание, что все едино, что нету только черного и белого, а это как символ и инь-янь, да, одно выливается из другого. Нету света без тьмы и тьмы без света. Да, все это взаимодействует между собой, взаимосвязано. Вот здесь какие выводы вы должны сделать? Выводы по поводу своего выбора, который делали ранее, а более конкретно о чем. То есть с философской точки зрения вы должны понимать, да, что неважно, какой вы выбор делаете, вы делаете правильный, верный выбор. Потому что если мы пойдем, скажем так, путем бессмысленного, да, то есть вот эту вот минусовую, так скажем, полярность, да, мы понимаем, допустим, как делать не надо. Если мы пойдем в позитивную полярность, то мы там не будем развиваться, что в принципе и происходит с душой в том состоянии мифизическом, да, в котором она пребывает, потому что нету полярности, значит, как следствие развития нет. И вот аркан влюбленных, он и говорит, когда все едино, к чему стремиться? Когда что-то идеально, когда что-то совершенно, если оно совершенно, там стремиться не к чему. Движения не существует. Существует движение и самопознание человека тогда, когда он несовершенен. Тогда ему надо что-то совершенствовать, да, к чему-то стремиться. А когда все идеально, вот идеально, все совершенно, к чему стремиться? И вот здесь вот этот вот смысл, да, понимания, то есть с одной стороны мы познаем эту полярность, минус и плюс, а с другой стороны в каждом минусе есть плюс. То есть здесь что-то не получилось. Оно сподвигло к тому, чтобы вы дальше двигались, чтобы вы дальше развивались. А если бы получилось, вы бы никуда не двигались. Вы бы вошли вот в эту девятку кубков, все хорошо, мне кайфово и вообще мне ничего не нужно. До тех пор, пока этот кайф, он будет пресыщением по десятке кубков, да, когда я получаю абсолютно все, что я хочу, и, как говорится, дальше идет процесс деградации. Когда человек выигрывает миллионы, условно говоря, и ему нечем заняться, у него нет системы выстроенной ценности, он ни к чему не развивается, тогда наступает что? Деградация. Люди начинают пить, деньги есть на это, начинают входить в дьявола, да, всевозможные зависимости. Хотя, казалось бы, вот у тебя деньги, иди развивайся, ты можешь себе позволить любой курс, любую, там, я не знаю, программу, развитие, участие, во что угодно. Ты можешь просто там что-то для себя построить, какие-нибудь там школы, не знаю, что угодно. То есть развитие, оно есть. Но если человек внутри не готов, то есть выбирая один путь, он отказывается от другого пути. И здесь выводы должны сделать, что значит выбор. То есть не что я выбираю, а что значит вообще понятие выбора. Существует ли оно? А если существует, то для чего оно дано? И что конкретно я выбираю? То есть здесь вот подумать, подумать вот эти вот вопросы выбора. Кстати, в контексте вот возрастных вот этих изменений, да, то когда мы думаем о Толе, знаете, возвращаясь назад в прошлое,
делая пересмотр, то ли я выбирала на своем пути. И если вы будете сожалеть о том, что не то я выбрала, это будет ошибочная позиция, потому что полезного было вот в том, что вы пошли не так, сделали не то, что вы называете ошибкой. Вот это вот тоже надо подумать. Идем дальше. Какие еще выводы надо сделать? Двойка мечей, опять же таки, да, с одной стороны, это про принятие, да, двойка мечей указывает на мир, на соединение двух противоположных, да, здесь каких-то мыслей, здесь у нас аркан выбора был. А с другой стороны, примирение, да, смириться, здесь надо смириться, но смириться не в контексте поражения пятерки мечей, а в контексте осознания того, что происходит. А для этого надо понять, что значит выбор. Что, с чем вы должны здесь смириться? Что все хорошо, тройка кубков, что по сути вы пожинаете плоды свои. Здесь нету аркана справедливости, но он бы был очень уместен в контексте кармы. Когда человек пожинает плоды своих предыдущих каких-то трудов. То есть, опять же таки, да, почему одни богатые, а другие бедные? Возможно, это какие-то наработки, быть может, один из вариантов, да, каких-то прошлых воплощений, либо даже этого воплощения. И если вы наработаете в этом воплощении, да, то, что вам необходимо, то в следующем, если вы верите, конечно же, в реинкарнацию, вы будете собирать плоды. А если хотите и в этой, так значит, вы должны научиться управлять своими эмоциями. В контексте чего? Греческая мифология за эмоциональный план у нас отвечает бог нашего физического мира, это бог Посейдон. Посейдон – бог морей. Что значит море? Это состояние души. Вот когда мы научимся, что наше состояние души по тузу кубков, аркан любви, будет чистым, да, то есть наши эмоции, они будут очищены от негатива. То, что, в принципе, мы говорим, да, состояние любви, но здесь важна эмоция, чтобы они не были обременены негативными какими-то намерениями. Тогда душе легче будет взлететь. Опять-таки, это метафорически, да, но процесс очищения именно эмоционального плана. Для того, чтобы войти вот в это состояние, знаете, как еще по аркану мага, да, намерения. Какие у тебя намерения? Вот намерения души, они должны быть чисты в эмоциональном плане. То есть эмоции, они должны, задача человека очиститься от негативных эмоций, от огорчения, от скорби, от злости, да, и от всех пороков. И когда душа будет чистая, тогда и развитие ее будет. И тогда возвращение души будет проще. Но опять-таки, да, мне кажется, я сегодня очень много ухожу в философию. Вот, ну, вы знаете, да, кнопочка у всех есть. Остановил и не смотрим. Так, дальше смотрим следующий вопрос. Готовы ли вы к этим переменам? Готовы вообще ли вы к переменам, о которых здесь я рассказываю? Да? Пятерка педаклей указывает на то, что нет. Нет, здесь люди не готовы. Пятерка – это уроки, которые вы проходите. Все пятерки, второе, это связанные с уроками. Не готовы. Не готовы. Почему? Во-первых, дефицит каких-то ресурсов, да, силы. Дефицит сил. То есть это может быть в прямом смысле лишение, утраты, потери как материального плана, так того, что для вас очень важно, значимо и ценно. То есть, возможно, у вас есть убеждение, как вариант, который говорит о том, что с возрастом, да, я там много чего теряю. То есть, допустим, возрастные изменения, они ассоциируются не с мудростью, да, и с чем-то таким позитивным. Выбор и чистые намерения, а он ассоциируется с какими-то утратами по пятерке пентаклей. Утрата ресурсов, утрата молодости, утрата силы, утрата, там, не знаю, возможностей и так далее, и так далее. То есть вот здесь там, болезнь даже здоровья утрата. Но это предубеждение. Не все люди, там, я не знаю, ну, допустим, как у нас в Греции, да, очень много долгожителей,
там 100 лет, и они все такие беспомощные и никчемные. Опять же таки, не факт, что прям все долгожители, они прям здоровые и так далее. Это зависит от состояния души. Какой выбор вы делаете, какой путь вы выбрали себе пройти. Но на данном этапе вы не готовы к возрастным переменам. Почему? Потому что вот оно, негативное мышление, которое вас влияет. Я не говорю о том, чтобы мы все перешли на позитивное мышление и просто, знаете, там радовались, все такое, что все будет хорошо, да, там старость это здорово. Нет, а быть немножечко реалистичными и адекватными. И плюс ко всему в контексте самопознания, да, понимания, что тебе не надо там сначала, чтобы стукнуло тебе там 80 лет, и потом ты будешь задумываться о старости. Да? Можно очень плавно подходить к этому возрасту с подготовкой, да, с сознанием. И пока ты молод, как говорится, жить именно не обязательно... Как вам объяснить? Не обязательно дойти до старости, чтобы понять, что нужно жить в моменте здесь и сейчас, наслаждаться, не бояться, используя все возможности, которые у тебя есть. А у нас же как бывает, да, по молодости. Я боюсь там позвонить этому человеку, что-то сказать. Мне надо поговорить, я боюсь. Я боюсь пройти собеседование, я боюсь, что мне откажут. Вот эти все боюсь, вот эти вот все убеждения, они нас ограничивают. И для того, чтобы это понять, не надо, чтобы тебе было 80 лет, либо там 90. Ты можешь это понять и по молодости, если, опять же таки, верховная жрица, да, если погружаешься в себя, если понимаешь, осознаешь выборы, те процессы, которые происходят внутри себя. Ты просто заранее начинаешь об этом думать. А если ты думаешь, у тебя и получаются некие такие выводы, да, много трудишься над собой, получаешь выводы, правильно выстраиваешь свою жизнь, и как следствие ты приходишь уже наполненный к состоянию зрелости или старости, называйте это кому как угодно. Но здесь готовности нету. Что вам поможет, давайте так спрошу, подготовиться? Паш кубков. Какие-то новые идеи. Паш мечей. Ну вот здесь как будто бы не хватает информации, да, не хватает знаний, вот того, что я рассказывала. Вообще знания, наверное, как-то больше о жизни, что ли, понимание. Может быть, здесь необходимая информация того, как жить, да, как некая такая инструкция, как жить в материальном мире. И для этого каждый, может быть, составить для себя сам эту инструкцию, может быть, опираясь на опыт других людей, да, может быть, включая, опять же таки, пассивность в контексте наблюдательности, да, наблюдать за собой, наблюдать за природой, наблюдать за предыдущим поколением. Да, то есть не всегда можно учиться только на своих ошибках. Да? Иногда полезно просто понаблюдать. Я не говорю научиться, а именно понаблюдать за опытом других людей, других, возможно, я не знаю, как это, не цивилизация, а уровни, да? Например, посмотреть, как живут, например, пчелы. Их систему развития, да, понаблюдать за муравьями. Опять же, очень многое можно взять от самой природы. Не обязательно только брать от других людей, либо из книжек. Наблюдательность – это очень… И вот этот вот по жезлов, любознательность. Не любопытство, когда я свой нос сую не туда, куда надо, да, а именно любознательность, интерес к жизни непосредственно. Что такое? Когда ты смотришь на мир открытыми глазами, тебе все интересно, ты хочешь все понять, во всем разобраться. Когда мы входим в позицию нашего большого эго, я уже все знаю, да, я уже все столько книжек прочитал, мне уже все понятно, человек закрывается. Нам очень важно открываться, потому что так или иначе мы все равно, какие бы мы умными, мудрыми не были, мы все равно помрем, извиняюсь за выражение, дураками, да, потому что мы не можем знать об этом мире почти ничего. Все, что мы знаем, это по сути иллюзия. Так как обстоит реальность, наверное, никто ее никогда не познает, даже если это есть научные какие-то подтверждения, потому что каждый раз наука опровергает в каких-то моментах сама себя. Так, что следующий вопрос, предпоследний. На что нужно опереться уже сейчас? На том, что привязываться ни к чему не нужно,
Да, нужно осознанно оставлять позади то, что когда-то было для тебя важно, дорого, понимание того, что ты в этой жизни просто странник, да, ты можешь взять от нее ровно столько, насколько ты способен взять. Ну, то есть ты не можешь захапать больше, ну, как это, некрасивое слово, я извиняюсь, но все же. Ты не можешь пойти с одной кружкой, там, я не знаю, чая, подойти к океану и зачерпать воды оттуда. Сколько ты зачерпаешь? Ровно столько, сколько твой сосуд. Если твой сосуд одна кружка, ровно на одну кружку ты сможешь взять из этого океана ресурсов и возможностей. Если у тебя есть ведро, ровно на одно ведро. Если у тебя есть шланг, и ты можешь выкачать, то все равно, сколько бы ты ни выкачивал из океана через шланг, там, насос этой воды, она куда-то должна будет втекать. В тебя она точно не поместится. В тебя, я имею в виду, не конкретно одного человека, да, слушателя, а выражение. Я поясняю, потому что иногда люди неправильно слушают. Вот, им кажется, что я разговариваю на «ты». Ни в коем случае. Всегда с уважением, всегда на «вы». Это мой принцип. Все равно нужно понимать, куда ты будешь эту воду, этот ресурс, во что ты будешь его вливать. И когда приходит осознание, что чего бы ты ни хотел, насколько бы это масштабным, объемным не было, да, оно все равно ограничивается вашим внутренним восприятием. Не внешним миром, не еще чем-то, а вашим внутренним восприятием. Если человек себе разрешает внутри, там, я не знаю, иметь какой-нибудь доход, ну, условно говоря, 1 миллион, неважно какой единицы, либо миллиард, он столько и получит. А если он себе этого не разрешает, то кто бы ему и не дал, он все равно со своей кружкой, пойдя к океану, больше размера, объема кружки не унесешь. И на что опереться? Опереться на то, что важно оставлять то, что уже изжило себя. То есть когда-то для вас это было ценным, а сейчас это перестало быть. И двигаться дальше. У каждого эта ценность, она будет своя. И вот здесь вот нужно понимать по 5 пентаклей, да, что нас лишают иногда то, что нам кажется ценно лишь по причине того, что мы привязываемся к этой ценности. А любая привязка – это то, что нас сдерживает и не дает нам двигаться. К примеру, любите животных, взяли себе, ну, как минимум, да, собаку. Все, вы к ней привязались. Это приятно, это классно, это здорово. Но автоматом она вас ограничивает от любого путешествия. Либо вы должны будете искать способы находить гостиницы, которые принимают этих животных, да? Либо на период, если вдруг вы решите поехать куда-то в отпуск, это животное, чтобы за ним кто-то присматривал. Ну, то есть это создает, я не говорю, что невозможно решить эту задачу, но вот эта вот привязанность, да, ваша любовь к животным, да, оно и несет за собой вот выбор, последствия. Я выбираю животное, потому что я люблю, и одновременно я отказываюсь от поездок, потому что если я поеду в какой-то тур, да, то что же мне делать с животным? Не то, что это нерешимая задача, но я отказываться в большинстве случаев, да, должен, либо там просить кого-то, а если еще неумение, где эта 6 пентаклей? Где-то она тут была или нет? Я ее где-то видела. Нет. Если человек не умеет еще просить о помощи, да, то это вообще беда, сложно что сделать животному. А если у тебя еще и 2, и 3, и в большем количестве этих животных, то куда же их оставить и что с ними делать? И поэтому я выбираю отказаться от поездки, да, от путешествия, от новых впечатлений. Почему? Потому что, ну, приручил, да, есть другая ответственность, за нее нужно нести. Поэтому на что опираться? Двигаться вперед, оставлять позади то, что вас сдерживает. На что опираться? На какие-то новые возможности, на шансы изменить свою жизнь всегда в лучшую сторону, более качественную. Опираться на то, что прежде чем что-то сделать, да, надо подготовиться. То есть не упускайте этот момент подготовки. Да, бывают моменты шанса, когда вот вам дается шанс, и вам говорят, вот это предложение, да, оно, не знаю, существует в течение 3 часов. Вот возьмешь, окей, нет, все, сгорает.
это понятно, это один вариант. А когда шанс, который не ограничен, допустим, по времени, либо чем-то не ограничен, попробуйте подготовиться к нему, да, то есть подходите больше с умом, не торопитесь, посмотрите, как другие люди реагируют, если для вас это важно, если вы, возможно, в чем-то сомневаетесь и не можете самостоятельно решить. То есть здесь не нужно торопиться. Опять-таки приходим вот к этому моменту, да, к чему нужно, там у нас вопрос был, да, к чему нам нужно готовиться, вот к верховной жрице, да, научиться понимать время, правильно, уместность своих поступков и действий, какие действия уместны, а какие нет, и уместны после правильного, верного планирования. То есть это не просто, вот бывает, понимаете, уместность в контексте чего? Бывает момент, когда ты что ты хочешь, и ты понимаешь, что вот на эмоциях, да, окей, ничего страшного, я ничего не потеряю, если я, допустим, там что-то это приобрету. А иногда бывают такие моменты, когда надо понять, что сейчас не по эмоциям надо что-то делать, а надо включить разумность, надо все пропланировать, просчитать, и как желательно не только вариант А, и Б, и С, и Д, да, и подстраховаться. Как понять, вот как действовать эмоционально, либо действовать интеллектуально, да, от разумности? Уместность верховной жрицы вам подсказывает. Внутри есть, да, у кого-то это называется совестью, у кого-то это называется, там, не знаю, какой-то фильтр. У каждого оно по-разному называется. Но однозначно человек внутри себя, он четко понимает, вот сейчас надо это. Вот если не торопиться, 8 педаклей, не торопиться, а понять, перепроверить, подготовиться и потом в нужный момент, да, сделать правильный шаг. Вот тогда ваша жизнь, она будет более эффективная и продуктивная. И последний вопрос. Какая помощь, возможно, вам потребуется на данном этапе? Вот именно в контексте нашей тематики. Какая помощь потребуется? Император. Для кого-то, может быть, да, здесь есть человек, да, который такой достаточно рассудительный, хладнокровный, достаточно серьезный, ответственный, да, может что-то подсказать, может о чем-то рассказать. А с другой стороны, наверное, понимание того момента, вот в котором вы находитесь сейчас, как вы туда попали. Как вы пришли именно вот к этому состоянию повешенного. То есть повешенный, ограничение, сдерживание, осознанное состояние некой такой аскезы. Для чего? Для того, чтобы пересмотреть свою какую-то позицию. И у нас закрывает расклад император. Пересмотреть позицию того, как вы находитесь, как вы оказались в моменте здесь и сейчас. Посмотреть. Оглянуться по сторонам, что-то переосмыслить, где-то что-то. Здесь, знаете, еще взглянуть, наверное, каким-то здравым взглядом, да, на то, где вы находитесь, и понять, а как вообще я, с одной стороны, здесь оказался, а с другой стороны, что теперь с этим делать? Да, то есть вот такое ощущение, что как будто бы вообще не все потеряно. Вовремя остановились, вовремя посмотрели этот расклад, задумались, и начали меняться, пока еще есть время. А время есть. Опять-таки, верховная жрица, не знаю, сегодня весь расклад почему-то нам говорит о времени и об опыте. Для чего? Вот эта вот помощь-то вам нужна. Для чего вам этот император нужен? Вот. 10 педаклей. Для того, чтобы вы для себя выстроили новый фундамент, да, более такой позитивный для вашей старости. С одной стороны, для кого-то здесь нужна, может быть, помощь более старшего поколения в чем-то рассказать, да, то есть перенять какой-то опыт, наследие, да, перенять какое-то наследие от предыдущего поколения, а для кого-то просто жить комфортной жизнью, то есть вот увидеть, да, что сейчас не работает, что меня, понимаете, здесь вопрос не просто почему со мной это происходит, потому что сама формулировка вопроса «почему» она будет вызывать у вас эмоции, потому что ты такой и дальше прилагательное.
Когда ты задаешь вопрос «для чего?», для того, чтобы, появляется ответ через глаголы, то есть действие. Вот когда мы спрашиваем, почему и всплывает прилагательное, это всегда вызывает у нас эмоции. В эмоциях нету разумности, да, нету необходимых ответов. Они, как правило, если опыт не совсем позитивный, будет приводить вас в негативное какое-то эмоциональное состояние, и будет падать ваша самооценка. Поэтому задавайтесь вопросом, для чего мне эта ситуация, чему она меня учит, что я должен от нее взять. Не обязательно позитивное, либо негативное, то есть не обязательно что-то одно, а возможно сделать какие-то выводы. Задаваясь такими вопросами, они более эффективны. Это то, что, в принципе, в коучинге, да, помогает. В коучинге очень редко задаются негативные вопросы негативного порядка, да, и если кажется, что человек там копает глубоко, и он вызывает какие-то неприятные эмоции, то это лишь для того, чтобы подсветить человеку, да, какие-то его внутренние процессы, и дальнейший формат в коучинге, он всегда будет переводить на позитивный лад, на позитивные мысли. Что я могу сделать уже сейчас? Какой первый, самый легкий шаг я могу сделать? Вот здесь стоит как будто бы задуматься. Окей, я это все посмотрела, у меня на дне аркан страшного суда, который говорит как раз-таки о перерождении. Но здесь перерождение в контексте нашего сознания. Это то, что разделит вашу жизнь на до и после. Знаете, как это, как хорошая кувалда, которую ударили по голове, и вот потом все сразу стало понятно. И вообще, и даже не нужно никаких осознаний, никакого анализа, ничего, сразу понятно, да? Больно, но эффективно. Вот страшный суд, он про это говорит, перерождение, когда человек после вот такого расклада делает какую-то переоценку своих ценностей. Опять же, таки осознанно входит повешенного, и он пересматривает свою жизнь. Да, для чего мне это было дано? Что хорошего я могу взять из этого? Как я могу изменить свою жизнь? И также может быть вопрос, а нужно ли мне вообще что-то менять? Да? То есть вот этот вопрос, он, на самом деле я его люблю. Почему? Потому что если человек сам себе признается, что я не хочу ничего менять, меня устраивает вот так, как я живу. И это и есть момент принятия по двойке мечей. Если меня все устраивает, да, негативно, да, неприятно, но, блин, я так заточен на такой формат мышления, и мне с этим комфортно. И если в моей жизни, а такие случаи бывают, пускай они вам не кажутся странным, если человек, допустим, привык жить, там, я не знаю, в нищете, да, либо в каком-то порядке, и вдруг неожиданно оказывается в какой-то атмосфере, да, где всего достаточно, и все вот прям разложено по полочкам, он осознанно, либо неосознанно, он будет создавать привычную для себя обстановку. Какая для него привычная обстановка? Хаоса, дискомфорта. Он так привык жить. Для него вот это вот комфорт. И он заходит в помещение, где все по полочкам будет разложено. Он все равно что-то сдвинет с места, где-то что-то уронит. Случайно. Где-то, я не знаю, как-то стукнется, и там стол с места может сдвинуться. То есть он осознанно, либо неосознанно, он воссоздает ту комфортную для него обстановку хаоса. Но кто-то иногда это говорит о том, что да, это воспитание, да, то есть, допустим, не воспитывали человека, и поэтому вот он, как говорится, посади свинью за стол, она и ноги на стол, потому что вот он так воспитывался. Но это с точки зрения психологии, это для него комфортная среда, он так привык жить, и ему будет некомфортно. И сколько раз мы видели, да, в фильмах, там, человек, который привык жить такой фривольной жизнью, да, приходит в какую-нибудь семью, да, где едят согласно, боже мой, с ложкой и с вилкой, да, и там куча всяких вилок, и ну, ему проще там съесть руками либо вилкой что-то одно, а там, оказывается, есть дополнительно какие-то вилочки, дополнительно какие-то ложечки, и у него непонимание, зачем это вообще все, когда можно простой вилкой, простой ложкой и одним ножом, зачем вот это вот все менять, да, нету понимания, он будет действовать так, как он привык, поэтому
когда у вас есть понимание того, что я ничего не хочу менять, меня все устраивает, примите это. Потому что есть в таких вариантах, я часто сталкиваюсь с пятеркой жезлов. Вот пятерка жезлов это нам показывает о том, что вроде бы меня не устраивает моя жизнь, да, я хотела бы что-то поменять, это как будто бы осознанно. А неосознанно человек ничего не хочет менять, но он принять это не может. И он мучается, понимаете, он и жизнь свою не меняет. И вот в той, в которой есть, его тоже не удовлетворяет. И вот здесь вот, опять же таки, верховная жрица, да, она у нас говорит про честность с самим собой, про совесть, о которой я говорила. Честность с самим собой, быть честным, не обманывайте себя, не хотите ничего менять, признайте себе, я не хочу ничего менять, в этом нет ничего плохого, вас никто не будет осуждать, это ваша жизнь, как хотите, так и живете. То есть в конце своей жизни вы будете, когда делать пересмотр, да, душа когда просматривает свой жизненный путь, для того, чтобы сделать определенные выводы, тогда вы все поймете, где вы ошибались и где нет. Правда, тогда будет поздно, и вернуться уже ни к чему нельзя будет, но вы сами себе отдаете потом отчет, не кому-то другому. Поэтому вот когда ты честен сам собой, это очень важно на самом деле. Вот такой большой, глубокий расклад, для кого-то может быть нудный, противный. Я люблю такие философские расклады, потому что, по крайней мере, мне они помогают разобраться. То есть вы не думайте, что я только делаю для вас расклад. В этот момент я и сопоставляюсь со своей жизнью, и тоже могу понять, что и как, и для чего мне дано. То есть я тоже беру для себя какие-то ответы на вопросы, которые у меня есть внутри. Так, на этом я с вами попрощаюсь. Этот расклад есть в дневнике раскладов. Для кого важно, у кого есть мой дневник раскладов. Хочу пожелать вам приятных выходных. Благодарю вас за ваши лайки и комментарии, за то, что вы остаетесь на моем канале. Даже, знаете, я поняла такую вещь, что когда вы не пишете комментарии, это не значит, что комментировать нечего, а скорее всего там настолько глубоко я копнула, что для меня-то в принципе это естественно, да, потому что я так устроена, я так мыслю, это моя модель мышления, и мне с этим комфортно. А для кого-то это может быть достаточно напряжно, и человек ушел на подумай, да, ушел, когда вернусь, не знаю, вот, и не каждый расклад такой глубокий принять можно. Вот. Это я уже себе постепенно даю отчет, что окей, такое тоже может быть. На момент, когда я записываю этот расклад, я не знаю, какие вопросы будут на блиц-консультации, но в любом случае в разделе «Сообщество» и в телеграм-канале, да, я выложу анонс на вопросы, которые буду проводить блиц-консультации этих выходных, да, 18 и 19 числа. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. Извиняюсь, если вдруг было что-то не так, либо что-то не то сказала, кого-то задела. Вот, либо кто-то что-то не так понял, хотя здесь моей ответственности нету в понимании, да, кто что, как понимает. Вот, но в любом случае ничего личного, никого обидеть никогда не хочу, но иногда использую какие-то, может быть, жесткие примеры для того, чтобы встряхнуть человека, либо заставить задуматься. Это вот главный такой посыл моего канала. Не научить кого-то чему-то. Я не учитель, я не гуру, я не наставник, я проводник. Моя задача встряхнуть, встрепенуть человека, да, и поспособствовать его размышлению, для того, чтобы он сам себе нашел ответы, которые ему необходимы, либо о чем-то задумался, о том, о чем ранее никогда бы не задумался самостоятельно, но расклад поспособствовал этому. Прощаюсь, всем пока-пока.